Тансан. 100-й ранг. Морской бог. Не верится, что боевой континент подходит к финалу. Нас ждет грандиозное сражение богов. Серия была просто огонь. Новый морской бог явился. Тансан завершил все испытания и достиг 100-го ранга. Также он получил 10-е божественное кольцо возрастом в 1 000 000 лет. Его новый костюм морского бога с золотыми сияющими доспехами сногсшибателен. Тансан стал новым членом царства богов и стал самым молодым богом в истории. На протяжении более 200 серий мы видели процесс его роста. От обычного паренька с мусорным духом, как все считали, речной травой, до самого могущественного бога на континенте, морского бога 100-го ранга. 9-е кольцо на молоте чистого неба превратилось в божественное из-за силы Асуры, а это означало, что Тансан обладал двойным духовным кольцом уровня бога. Что и сказать, Цянь Рэньсюэ точно не была противником Тансану в бою 1 на 1. Да, превращение Тансана в бога – это один из самых важных и долгожданных моментов. Как же круто было увидеть, как он получает новые доспехи морского бога, что появились из всех его духовных костей. А 8 крыльев морского бога стали заключительным элементом его божественном одеянии. Внешний вид бога Тансана действительно захватывает дух. Все монстры Шрека невероятно прокачались за это время и стали настоящими титулованными. Оскар и Нин Ран Рон получили приглашение стать преемниками богов, однако, как мы знаем, и остальные 7 монстров станут богами, включая Даймубая, Джуджу Цин и Махандзюня. Итак, Тансан стал новым морским богом. Монстры Шрека титулованы с красными кольцами. Что нас ждет дальше? Ничто иное, как фильм по боевому континенту под названием «Битва богов» или «Битва двух богов». На самом деле имеется в виду парная битва богов, то есть Тансан двойной бог против 2 богинь Бибидон и Цянь Рэньсюэ. Да, эта серия была последней, перед театральной версией фильма. В конце не было показано привычного анонса на 261 эпизод. Все дело в том, что 3 последующие серии с 261 по 263 и будут являться тем фильмом, что мы ждали. Это немного отличается от наших ожиданий, поскольку мы считали, что в конце выйдет длинный 1,5- или 2-часовой фильм. Кроме того, ходили слухи, что он будет показываться в кинотеатрах. На самом деле все оказалось куда проще, и это даже лучше, потому что эти 3 серии будут выходить как и раньше, 1 раз в неделю, и нам не придется долго ждать фильма. Кроме того, эти серии будут намного длиннее обычных. По предварительной информации, нас ждут 3 финальных эпизода по 40 минут каждый. Получается, фильм будет разделен на 3 части, и мы будем смотреть его по следующей неделе. Удобно ли это? Или лучше было выпустить фильм целиком? Напишите в комментариях, что вы думаете. На самом деле, к следующей серии вышел трейлер, и он изображает первую битву Тансана на уровне бога против Цянь Рэньсюэ. Она все это время ждала его на берегу, чтобы, так сказать, сыграть матч-реванш. Тансан в прошлый раз сперва победил ее слезой Гуанинь, а потом убежал благодаря помощи морского бога. Теперь предстоит настоящее сражение Тансана и Цянь Рэньсюэ на равных, на уровне богов 1 класса. Поэтому, после того, как Тансан стал морским богом, Цянь Рэньсюэ снова бросила вызов Тансану. Ее сила снова увеличилась, потому что все это время Цянь Рэньсюэ практиковала на берегу моря. Ее познание божественной силы стало еще больше. Однако сила Цянь Рэньсюэ все еще не так хороша, как у Тансана, который имеет 2 божественных кольца. Кроме того, у богини-ангела было 6 крыльев, но теперь у Тансана 8 крыльев морского бога, что очень шокировало Цянь Рэньсюэ. У нее нету преимущества в небе. Тансан может властвовать как в океане, так и в небе. Богиня Цянь Рэньсюэ вытащила меч ангела и направила его на Тансана. В это время они оба были богами и хотели вести честную битву. Тансан взял с собой также Сиаву, которая могла наблюдать со стороны это сражение, а монстры Шрека остались на острове. Это была первая демонстрация новой силы Тансана, морского бога. Битва велась в море, и место проведения имело большое преимущество для Тансана, потому что он мог использовать силу моря. Как только битва началась, Цянь Рэньсюэ активировала свой ангельский аватар, и появился огромный силуэт ангельского бога, держащий меч перед собой. Что заставило Цянь Рэньсюэ удивиться больше всего, так это 10 духовных колец, медленно поднимающихся вокруг Тансана. Перед ней раскрылись 9 красных и 1 сине-золотое кольцо, всего 10 ослепительных колец. Всем как минимум 100 000 лет или больше. Цянь Рэньсюэ почувствовала, что начала дышать быстрее. Она понимала, что сейчас уверенность Тансана не была высокомерием. После того, как он унаследовал божественность морского бога, он действительно обладал выдающейся силой. Цянь Рэньсюэ быстро успокоилась, медленно подняв священный ангельский меч в руке. Обжигающий истинный солнечный огонь вырвался из ее тела, образовав чистый золотой ад, бушевавший над ней и оружием бога-ангела. Битва уровня богов была на грани извержения. Бог ангелов против морского бога. Тансан и Цянь Рэньсюэ наконец встали друг против друга. Их столкновение будет весьма интересным.
После этого события перенесут нас к перевалу Дзялин, где осталась армия Небесной Империи с Императором, всеми титулованными, Танхао и учителями. Вот там произойдет финальный бой. Также Бибиду начала 9-е испытание. Она уже скоро станет 3-м богом на континенте. На самом деле, боевой континент будет первым китайским Дунхуа, которое действительно подошло к концу. Это также можно считать рекордом среди 3D аниме. Я также еще не встречал Дунхуа, которые уже полностью завершили историю. Боевой континент будет первым. 5 лет анимации подойдут к концу. Даже не верится. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о фильме и что хотите увидеть больше всего. Подписывайтесь на канал и всем пока.